Егор Кузьмич был охотником старой закалки. Его звали так не с давних времен. Просто все в деревне привыкли прибавлять к имени отчество, когда речь шла о человеке, заслужившем уважения и немного благоговения. Он знал тайгу как свои 5 пальцев, где лыжи проваливались в непредсказуемую зыбь снега, где заветренные кедры прятали старые ловушки, какие тропы держали зверь и где вода держалась подо льдом дольше всего. Он знал ее запахи, звуки и даже ее молчание. Это молчание могло рассказать ему больше, чем любой рассказ старого пьяницы у печки. В декабре зима пришла рано. Холод вгрызся в землю, и белизна сделалась непробиваемой. Дни были коротки, ночи длинные и бесконечно черные. Люди в деревне заняли свои дома, прятали детей, подкармливали скот, но слухи бегали быстрее, чем санки по тропе. В тайге появился шатун, медведь, который не лег в спячку. Это худший кошмар для любого сибиряка зимой. Голодный, обезумевший зверь, который бродит в поисках пищи, может быть беспощаден и непредсказуем. Дня не прошло, как шум стал явным. Соседи под окнами шептались, кто-то видел огромные следы у реки, кто-то наткнулся на перевернутую кормушку. На огороде у Ивана Петровича собакам не хватало семечек, чтобы сдержать хищника. Дети перестали гонять сверчков на веранде, страх стал плотным, как пар от горячего самовара, его можно было резать ножом. И все это знание стянуло Егору старому Кузьмичу шею тугой петлей ответственности. Он не мог смотреть, как люди живут в страхе. На следующее утро, когда воздух еще скрипел от мороза, Егор натянул на плечи старую тулупную шубу, сжал в руках верный карабин с потертым прикладом и встал на широкие лыжи, которые служили ему верой и правдой не одно десятилетие. Снег под ним хрустел, как бумага, дробился звонко. У каждого шага в этом белом тишине было свое эхо. Он тронулся по следу. Сначала следов было много, сметенных, потом они сузились и повели вглубь леса, туда, где ветер не успевал выметать следы так быстро, как вбегает в челюсть чащи. След был странный. Медведь не петлял, не шарахался в поисках легкой добычи у хижин. Он шел прямо, целенаправленно, туда, где старая тайга была гуще всех, в сторону огромного бурелома, места, где корнями вывернутых кедров возникало настоящее царство теней и укрытий. Такого поведения ни у кого не было. Обычно шатун метался вдоль фермерских оврагов или рылся в мусорных ямах, этот же, казалось, вел себя, будто знал цель до самого конца. 3 часа погони, или, как любил говорить сам Кузьмич, 3 часа разговоров с лесом. Он шел за следом, щурясь от снега и ветра, слушая, как лопаются сосновые ветки, и как где-то вдали отзывается совиный крик. Голова его работала медленно и тщательно. Что могло так притянуть зверя в ту сторону? Пища, щербатый запах корней или что-то еще глубже древнее? Наконец след привел его в самую глушь. Перед ним стоял бурелом, огромный кедр, вывернутый ветром, много лет назад, теперь лежащий, обнажив корни, как когти. Меж корней образовалась нора, темная и глубока. Кузьмич замер. Следы вокруг корней были свежи, и слышалось, как где-то в темноте пробегает дыхание, тяжелое, словно стон. Он аккуратно откинул ветвь, положил палец на курок, снял карабин с предохранителя. Сердце у него стучало в висках, как прибои на кулаках в молодости. Он видел в сумерках те горящие желтые глаза, которые заставляют даже старого охотника замереть. «Ну все, выходи, людоед, башпеняет», — прошептал он, не поднимая голоса, прицелившись точно между глаз, думая, что одно движение, и зверь упадет, как льдина под соколом.
Но лес сделал паузу, будто сам не знал, как разрешить эту сцену. Медведь вышел. Он был огромным и худым, с мордой, украшенной старым шрамом. След войны сама по себе. Он встал на задние лапы, закрывая собой проход в нору, и его движение напоминало человеку древний обряд – вызов или страх. Кузьмич напряг палец на спусковом крючке. Один выстрел, и мир мог измениться в этот один миг. Но что он увидел в этих глазах, заставило его подкрепить ситуацию вниманием, а не автоматом. Зверь вел себя странно. Он не рычал, не бросался, не проявлял хищнической агрессии. Вместо этого смотрел на человека с выражением, до которого Кузьмич не мог подобрать слова. Там была какая-то мольба, какое-то смирение. И вдруг медведь опустился на все 4 лапы, тихо урча, и как будто понимая, что он сейчас на полу лютости перед лицом другого существования, отступил в сторону. Он носом подтолкнул вперед кучу елового лапника, на которой только что кто-то лежал. Кузьмич пригляделся через прицел и чуть не выронил оружие. На подстилке из хвои, свернувшись калачиком, лежал маленький мальчик. Сердце охотника застучало по-новому. Это был 7-летний Пашка, сын соседа, Крупуку. Хрупкая фигурка, которую все считали пропавшей 2 дня назад. Вся деревня искала его. Следы вели в разные стороны, собаки безрезультатно выли, люди рыли сугробы. Да только нигде не было ясного следа. И вот, как мне стало ясно сейчас, мальчишка лежал в берлоге самого страшного хищника тайги. Пашка спал. Его щеки были розовы от холода, дыхание редкое, но ровное. На нем было старое пальтишко, которое, видимо, не было готово к длинам зимы, но под звериным мехом оно получило запас тепла достаточный, чтобы сохранить дыхание. Медведь нашел замерзающего ребенка, но вместо того, чтобы растерзать добычу, в нем проснулось что-то иное. Инстинкт, древний и непостижимый даже для человека, инстинкт хранителя или матери. Он поднял маленькое тело, осторожно, как будто боится уколоть бусинку, и отнес в свою берлогу. 2 дня этот огромный голодный хищник грел человеческого детеныша своим горячим мехом, оберегая его от смертельного мороза, влекущегося лесом. Кузьмич стоял не в силах сделать шаг. Что сказал бы ему любой охотник, выросший на слухах о лесной морали? Что можно ожидать? Но даже этот старый волк чувствовал, как в груди его зарождается странное сочетание облегчения и стыда. Человек, что считал себя вершителем судеб, стоял перед проявлением природы, которое было мягче многих человеческих поступков. Медведь поднял передние лапы, словно сдаваясь, и издал тихий звук, похожий на вздох. В этом вздохе он показывал: «Забирай, я его сберег». Егор опустил ствол. Руки его задрожали, и не от холода. «Прости, хозяин», — хрипло сказал он, склоняясь перед зверем в старом жесте уважения, каким пользовались охотники, возвращаясь из дальних лесов. Это было не шуткой души, это было искренне. Кузьмич понимал, перед ним не зверь-враг, а существо, совершившее акт, который переворачивает представление о границах между людьми и зверями. Он вытащил маленького Пашку из лап. Ребенок проснулся от прикосновения, открыл глаза и заплакал. Не от страха, а от голода. Его губы дрожали, и он тянулся к теплу человеческих рук. Медведь постоял еще секунду, убедился, что человек не опасен для найденыша, развернулся и медленно, с достоинством, ушел в чащу, растворяясь в снежной пелене, как тень, которая никому не мешала. Его шаги были тяжелыми и размеренными, как будто он возвращался к древней обязанности, отданной ему лесом. Кузьмич проводил его взглядом до тех пор, пока огромное тело не растворилось в белизне,
и только тогда позволил себе выдохнуть. Деревня встретила его с удивлением и радостью. Слухи, что Пашка найден, разнеслись мгновенно, от ворот до изб, от хлева до корчмы. Люди плакали, смеялись, обнимались, мать Пашки упала на колени, стараясь обнять сына, словно проверяя, жив ли он на самом деле. Дети, которые неделю не выходили, теперь воссоединялись с миром, полной радости и немного страха. Но главным в этой истории оставался тот факт, что спасителем оказалось то существо, которого люди чаще всего называют зверем, и которого учат бояться. С тех пор в душе Егора Кузьмича что-то померкло и что-то просветлело одновременно. Он принес мальчика в дом, положил у печки, дал еды и сидел рядом, слушая его храп. Ночью он не спал. Он думал о том, как лес кормит и убивает, как зверь может быть и спасителем, и как тонка грань между ними. Прошло несколько дней, и к тому месту у бурелома люди относились с особым вниманием. Никто больше не смел носиться там с глупой самоуверенностью. Люди начали оставлять немного пищи у опушки. Не как приманку, а как отказ от зависти и жестокости. Сам Кузьмич, мужчина простой и прямой, стал приходить к бурелому. Не с ружьем, а с мешком рыбы, консерв и сгущенного молока, которое он купил в магазине, заплатив рублем, отложенным еще с осенней охоты. Он класть мешок в снег, все дальше от берлоги, не подходя близко. Взгляд его был пронизан уважением, и он чувствовал себя как тот, кто оставляет дань королю, к которому не подойти в глаза. По ночам ему снились сны, где медведь сидел на вершине кедра, и между ними, как мост, блестел ручей. Прошло время. Весна пришла, снег стал колыхаться, талые реки заговорили, и жизнь понемногу возвращалась в привычное русло. Но история о берлоге, о медведе-спасителе и о маленьком Пашке осталась живой в деревне. Люди пересказывали ее у печей, подшучивали, что даже звери теперь знают правила доброты, и смеялись сквозь слезы. Иногда к Олегу подходили дети, и он с наслаждением рассказывал им о том дне, немного приукрашивая, немного останавливаясь на мелких деталях, чтобы слушатели поверили в чудо. Он говорил о том, как важно жить по совести, как важно уважать лес. Дети слушали, ротами развязав боковые ленточки, и уносили сказки в свои сны. А медведь? Он приходил. Не всегда и не сразу, иногда мешок был пуст, кто-то доносил до места, а кто-то подбирал. Но чаще всего еда была там, аккуратно сложенная на снегу. Рыба, немного вареного мяса, банки с сгущенкой. Кузьмич знал, что этого мало для хищника, но было ясно, знак принят. Он не видел зверя близко, но однажды по вечеру, когда лег туман и лес шептал, он услышал тяжелое дыхание и увидел две желтые точки, которые медленно растворились в темноте. Он знал, что это был знак «Я помню». И в этом знании он чувствовал себя спокойнее. С тех пор он каждую зиму приносил в тот бурелом мешок рыбы и сгущенки. Он стал навещать духов леса, как старые люди называли своих давних знакомцев в чащобе. В его голове родилась новая уверенность. В тайге у него есть друг, у которого душа чище, чем у многих людей. Он не рассказывал об этом часто. Тем, кто был рядом, он говорил коротко. «Ты знаешь, это не зверь, это хранитель». И его слова не требовали объяснений. Люди слушали либо с улыбкой, либо с неверием, но никто не мог отрицать факт. Пашка жив, и лес показал свою другую сторону. Дни шли, и спокойствие вернулось. Но в сердце Егора осталась благодарность. Он понимал, иногда в самой тьме может вспыхнуть свет, и этот свет не всегда человеческий. Он думал о том, сколько еще вещей не объяснишь словами, сколько связей между миром людей и миром зверей остаются незамеченными и как важно хранить их,
а не разрушать. Тайга, как и прежде, оставалась суровой и необъяснимой, но теперь в ней жили еще и воспоминания о берлоге, о голове зверя, склоненной в знак примирения. И вот, когда солнце низко садилось за линией елей, когда небо окрашивалось в бархатные оттенки, Егор Кузьмич стоял у опушки и смотрел в сторону бурелома. Он достал из кармана последнюю банку сгущенки, которую купил для себя, и медленно положил ее на снег. Затем он прошептал то, что за много лет не говорил никому: «Спасибо». Это слово было простым и огромным одновременно. Оно как будто закрыло круг. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, где каждую неделю выходят авторские рассказы о людях, лесах и тех тонких мостах, что соединяют нас с природой. Возможно, именно там вы найдете еще одну историю, которая заставит вас поверить в добро, будь то человеческое или звериное.